Приветствую всех! С вами Валентина Лыкина. Приглашаю вас связать сумку сандал фактурным узором. Размер сумочки следующий. Ширина 22 сантиметра, глубина 6 и высота 19 сантиметров. Для вязания такой сумки вам потребуется около 360 грамм шнура карамель. Это примерно 135 метров. Я приобрела два моточка шнура карамель, и характеристика данной пряжи сейчас на вашем экране. Фурнитура, ремешок и застежка. Кольца карабины, внутренний диаметр 2 сантиметра. Вязать буду крючком номер 5. Где приобрести необходимые материалы, ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Для того, чтобы ниточка не перекручивалась, используйте подставку для пряжи. Так вы обеспечите себе равномерную подачу нити. Ссылка на мастер-класс по изготовлению такой подставки для пряжи ждет вас в описании под этим видео. Приступим к вязанию. Для начала необходимо подготовить любое донышко для сумочки. Оно может быть как кожаное, так и вязаное. При этом важно соблюдать лишь одно главное правило – это раппорт узора, который состоит из двух петель. Поэтому, когда вы выполняете обвязку или вяжете донышко, важно, чтобы количество петель в последнем ряду делилось на 2. Если у вас вязаное донышко, то набирайте цепочку из четного количества петель. Все ряды в сумочке я буду закрывать с помощью вспомогательной нити, которую отмеряю в самом начале. Ее длина составляет около 140 сантиметров. Затем я связала прямоугольное донышко, набрав цепочку из 18 воздушных петель, и провязала всего 3 ряда с формированием острых углов. Все необходимые мастер-классы вы найдете на моем канале в соответствующих плейлистах. Вяжем первый ряд, он у нас подготовительный перед формированием узора. Находим точку, где завершили предыдущий ряд. Здесь располагается вспомогательная и рабочая нить от клубка. Вот он, этот столбик. Переворачиваем деталь на лицевую сторону. Здесь у столбика есть лицевая петля и верхняя петля. Нам необходимо вводить крючок в центр верхней петли таким образом, чтобы подхватить только одну крайнюю нить от этой петли. Переворачиваем на изнанку. Сразу после ниточки, которую мы сейчас подхватили, располагается дужка. Это задняя стенка от столбика. Эту нить нам необходимо тоже подхватить. Таким образом, на крючке сейчас у нас 2 нити. Каждый раз мы подхватываем их на протяжении всего этого ряда. Захватываем рабочую нить и протягиваем через петли основания. Получили рабочую петлю. Подхватываем рабочую нить и формируем подъемный столбик. На петлю, которая сейчас подвижная на крючке, зафиксируйте маркер. Эта петля будет участвовать в формировании закрытия ряда. Двигаемся далее. Находим следующую точку основания. Вводим крючок в центр петли таким образом, чтобы подхватить только одну нить. Переворачиваем на изнаночную сторону и подхватываем дужку. Таким образом, на крючке у меня сейчас рабочая петля и 2 нити, которые в основании. Подхватываю рабочую нить, протягиваю через основание, вытягивая эту петлю на высоту рабочей петли на крючке. Подхватываю рабочую нить и формирую столбик без накида. Двигаемся далее и повторяем все то же самое. Вводим крючок в центр петли, захватываем сначала одну ниточку, переворачиваем, подхватываем дужку, захватываем рабочую нить, протягиваем через петли основания, вытягивая эту петлю на высоту рабочей петли на крючке, подхватываем рабочую нить и формируем столбик без накида. Так вы вяжете на протяжении всего этого ряда, без прибавок. Ряд закрывается на последнем столбике с помощью вспомогательной нити. Находим ту точку, где у нас формируется последняя петля этого ряда.
вводим крючок, как положено, за 2 ниточки, подхватываем рабочую нить и протягиваем через петли основания. Отпускаем рабочую нить и переходим на вспомогательную. Подхватываем ее и протягиваем через все петли на крючке, вытягивая ее полностью. Теперь необходимо проложить между последним и первым столбиком вот такую верхнюю петлю через петлю, на которой у нас зафиксирован маркер. Находим первый столбик первого ряда и второй столбик. Между ними верхняя петля. Под нее с изнанки на лицо вводим крючок. Подхватываем вспомогательную нить и протягиваем под этой петлей. Теперь необходимо эту ниточку вернуть в ту точку, откуда она вышла. С изнаночной стороны вводим крючок под дужку, это задняя стенка от столбика, и в центр петли, откуда вышла эта нить. Вот так это выглядит. Подхватываем вспомогательную нить и протягиваем полностью. Выравниваем эту петлю, чтобы она выглядела точно так же, как и все остальные. Маркер убираем. Вяжем второй ряд и формируем подъемный столбик по такому же принципу, как и в первом ряду. Переворачиваем заготовку, находим точку, где завершили предыдущий ряд. Здесь располагается вспомогательная и рабочая ниточка от клубка. Вот он, этот столбик. Переворачиваю на лицевую сторону, ввожу крючок в центр верхней петли таким образом, чтобы подхватить одну нить. Переворачиваю и подхватываю дополнительно дужку. То есть ввожу крючок точно так же, как и в предыдущем ряду. Подхватываю рабочую нить, протягиваю ее через петли основания, подхватываю рабочую нить и формирую подъемный столбик. На рабочую петлю, которая сейчас на крючке, фиксируем маркер. Продолжаем вязать второй ряд. Раппорт узора у нас состоит из 2 петель. Первая петля — это столбик без накида, который провязывается за заднюю стенку от столбика предыдущего ряда, так как мы сейчас провязали подъемный столбик. Вторая петля раппорта — это столбик без накида, который формируется в центр столбика предыдущего ряда. Первую петлю мы провязали, вяжем вторую. Находим следующую петлю основания, вот она. Вводим крючок в центр столбика предыдущего ряда, таким образом, чтобы по обе стороны от крючка были ниточки. С изнанки та же картина. У нас располагается дужка, и по обе стороны от крючка ниточки. Подхватываем рабочую нить, протягиваем через основание, вытягивая эту петлю на высоту рабочей петли на крючке. Подхватываем рабочую нить и формируем столбик без накида в центр столбика предыдущего ряда. 2 петли раппорта провязаны. Вяжем второй раппорт. Он состоит также из 2 петель и начинается со столбика, который формируется за заднюю стенку от столбика предыдущего ряда. Мы вводим крючок в центр верхней петли таким образом, чтобы подхватить сначала одну ниточку, переворачиваем и подхватываем дужку, то есть мы вводим крючок под те же ниточки, что и в предыдущем ряду. 2 нити на крючке и 1 рабочая. Подхватываем рабочую нить, протягиваем через основание, вытягивая эту петлю на высоту рабочей петли на крючке. Подхватываем рабочую нить и формируем столбик без накида. Первая петля раппорта провязана, вяжем вторую. Находим следующую точку основания. Здесь мы вводим крючок в центр столбика предыдущего ряда. Таким образом, чтобы по обе стороны от крючка были ниточки. С изнанки та же картина. Сначала идет дужка, потом 2 нити по обе стороны от крючка. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее на высоту рабочей петли на крючке. Подхватываем рабочую нить и формируем столбик в центр столбика предыдущего ряда.
Как вы уже поняли, раппорт узора повторяется следующим образом. Сначала мы формируем короткий столбик, затем длинный в центр столбика предыдущего ряда. После длинного всегда идет короткий, который провязывается за заднюю стенку от столбика предыдущего ряда. Мы вводим крючок за 2 нити, провязываем первую петлю раппорта, это столбик, за заднюю стенку. Затем мы вяжем длинный столбик в центр столбика предыдущего ряда. Так вы чередуете самостоятельно до конца этого ряда. Второй ряд закрывается по такому же принципу, как и первый, на последней петле ряда. Обязательно сверьтесь по рисунку. Здесь я провязала короткий столбик, далее мне необходимо сформировать длинный и на нем закрыть этот ряд. Далее у меня будет располагаться как по рисунку, короткий, длинный и так далее. То есть здесь в этой точке все сходится. Я ввожу крючок в центр столбика предыдущего ряда, подхватываю рабочую нить и протягиваю через основание. Отпускаю рабочую нить и перехожу на вспомогательную. Подхватываю ее, протягиваю полностью через все петли. Нахожу точку, где у меня зафиксирован маркер. Здесь у меня располагается первый столбик, далее второй. Между ними с изнанки на лицо за 2 ниточки я ввожу крючок, подхватываю вспомогательную нить и протягиваю ее под этой петлей. Далее необходимо вернуть эту ниточку в ту точку, откуда она вышла. С изнанки ввожу крючок под дужку и направляю его в центр петли, откуда вышла эта нить. Подхватываю вспомогательную нить и возвращаю ее в точку основания. Выравниваю верхнюю петлю и убираю маркер. По рисунку здесь все сошлось. Второй ряд полностью закрыт. Начиная с третьего и во всех последующих рядах вы вяжете всегда одинаковым способом. Чередуете длинные и короткие столбики. При этом меняете их местами. Смотрите на рисунок. Там, где вы вязали в прошлом ряду короткий столбик, в верхней его части вяжете длинный. Там, где в прошлом ряду вязали длинный, в верхней части вяжете короткий. При этом формируются длинный и короткий столбик по-разному. Длинный вяжется в центр столбика предыдущего ряда, короткий вяжется за верхнюю петлю, то есть заднюю стенку от столбика предыдущего ряда. Начинайте всегда с той точки, где завершили предыдущий ряд, переворачиваем на лицевую сторону, и здесь располагается длинный столбик. Соответственно, я в верхней части должна провязать короткий. Короткий вяжется за заднюю стенку. Я ввожу крючок за 2 нити, подхватываю рабочую нить, протягиваю ее наверх, формирую подъемный столбик. Фиксируем маркер на подвижную петлю, которая сейчас на крючке. С помощью этой петли вы в дальнейшем сформируете закрытие третьего ряда. Двигаемся далее. По рисунку у меня располагается короткий столбик. Значит, в верхней его части я формирую длинный столбик в центр столбика предыдущего ряда. Ввожу крючок в центр столбика предыдущего ряда. По обе стороны от крючка должны быть ниточки. С изнанки та же картина. Дужка и 2 ниточки по бокам. Подхватываю рабочую нить, протягиваю через основание, вытягиваю петлю на высоту рабочей петли на крючке, подхватываю рабочую нить и формирую столбик длинный в центр столбика предыдущего ряда. Продолжаем вязать по рисунку. Далее располагается длинный столбик, значит, в верхней части я вяжу короткий. Подхватывая 2 нити, одна нить у меня от верхней петли и одна нить дужка. Захватываю рабочую нить, вытягиваю ее и провязываю
столбик за заднюю стенку от столбика предыдущего ряда. Тем самым я сформировала короткий столбик. Далее по рисунку у меня короткий столбик, значит в верхней части я формирую длинный. Ввожу крючок в центр столбика предыдущего ряда и провязываю длинный столбик в центр столбика предыдущего ряда. Далее в основании длинный столбик, значит в верхней части я вяжу короткий. Захватываю задние стенки от петель и провязываю короткий столбик без накида. Так вы чередуете до конца этого ряда. Все дальнейшее вязание заключается в повторении третьего ряда. Так вы вяжете сумочку нужной вам высоты. Я всего здесь провязала 18 рядов. И сумка получилась у меня в высоту 19 сантиметров. Устанавливаете всю фурнитуру, по желанию вшиваете подкладку и обязательно выполняете ВТО. Все необходимые для этого мастер-классы вы найдете на моем канале в плейлисте полезности. Я надеюсь, этот мастер-класс вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, там вас ждет еще очень много интересного. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!